Знаете ли вы, какое место является самым главным в вашей квартире? Сегодня я хочу поговорить с вами о месте, которое является сердцем каждого дома, о кухонном столе. Казалось бы, что может быть особенного в этом привычном предмете мебели, а на самом деле стол– это мощнейший энергетический центр, влияющий на благополучие всей семьи. Я поделюсь с вами древними женскими секретами, которые помогут вам превратить ваш кухонный стол в источник счастья, любви, достатка и гармонии. Приготовьтесь, будет много интересного. Обязательно дослушайте до конца, и вы не только узнаете, что обязательно всегда должно быть на столе, но также узнаете очень простой, но очень действенный ритуал для привлечения денег. Но прежде чем начать, напишите в комментариях. Я с благодарностью принимаю все блага, которые изобильная Вселенная приготовила для меня. Таким образом, мы показываем свою готовность принять новые позитивные изменения в свою жизнь. Также поделитесь этим видео с друзьями и близкими, кому оно может быть полезно. Благодарю вас. Но давайте вернемся к нашим столам. Только представьте, кухонный стол – это не просто поверхность для приема пищи. Это алтарь изобилия, символ семейного единства, место, где мы собираемся с самыми близкими людьми, чтобы разделить трапезу, поделиться новостями дня, обсудить планы на будущее, поддержать друг друга в трудную минуту. С давних времен женщины, хранительницы домашнего очага, знали, как важно содержать стол в чистоте и порядке. Ведь он – мощный проводник энергии, способный как приумножить благополучие, так и, увы, привлечь неприятности. Наши мудрые предки верили, что крепкий, устойчивый стол – это залог стабильности и гармонии в семейных отношениях. Поэтому проверьте ваш стол внимательно. Шатающийся стол – нехороший знак. Он может свидетельствовать о нестабильности в отношениях, ссорах, недопониманиях. Скрип стола – тоже тревожный сигнал, он может предвещать проблемы со здоровьем главы семьи. А если ваш стол и вовсе разваливается, это вообще плохое предзнаменование, которое может привести даже к распаду семьи. Если к вашему столу относится хоть один из вышеперечисленных пунктов, я рекомендую вам незамедлительно поменять стол на новый или хотя бы устранить дефекты. В наше время в моде стильные современные столы из стекла, металла, с зеркальными элементами. Они, безусловно, красивы и изящны. Но давайте не забывать о мудрости наших предков. Задумайтесь, соответствует ли ваш стол древним традициям, которые бережно передавались из поколения в поколение. Может быть, ваша интуиция подсказывает вам, что пришло время для перемен. Теперь давайте поговорим о том, чего надо стараться избегать, чтобы не привлечь негативные события в свой дом. Очень важный момент, о котором надо всегда помнить, это то, что категорически нельзя сидеть на столе. Это серьезное нарушение, которое привлекает негативные энергии, разрушает гармонию дома и может негативно отразиться на вашей судьбе. Девушка, мечтающая о замужестве, ни в коем случае не должна сидеть на столе. Это может привести к одиночеству. Оберегайте своих детей и внуков от негативных энергий. Не позволяйте им сидеть на столе даже во время игр. Стучать по столу тоже не рекомендуется. Это проявление неуважения к сакральному предмету, которое блокирует поток позитивной энергии и привлекает неприятности. Вытирать стол рукой или бумажной салфеткой – прямой путь к безденежью. Кухонное полотенце также не подходит. Оно может привести к депрессии и даже к разладу в семье. А сдувать крошки со стола – значит рассеивать свое благополучие, призывая беды и болезни. Помните, что не надо впадать в крайности. Если вы случайно смахнули крошки рукой один раз или не заметили, как ребенок взобрался на стол и уселся на нем, то это не значит, что на следующий день вы обеднеете. Но важно следить, чтобы такие вещи не повторялись постоянно. Важно помнить о том, что нельзя оставлять ключи на столе. Это перекрывает доступ денежной энергии и привлекает различные неприятности. Ключи должны храниться в ключнице. Это не только удобно и красиво, но и энергетически правильно. Стол – это не просто мебель. Это энергетический центр вашего дома, требующий уважительного отношения. Поэтому задумайтесь, прежде чем класть на него сумки и пакеты. Неважно, полны они продуктов, вещей или пустые, они впитали в себя энергию улицы, разных людей, которые могли испытывать негативные эмоции. Этот негатив легко передается столу, а через него – всему дому, нарушая гармонию в семье, провоцируя ссоры, вплоть до развода. Головным убором тоже не место на столе. Придя домой, сразу кладите их на отведенное им место.
Ведь головной убор, выполняя защитную функцию, собирает весь негатив, окружающий вас в течение дня. Положив его на стол, вы рискуете заразить весь дом этой негативной энергией, что приведет к мелким, но изматывающим проблемам, безденежью и ссорам. Кошельки, деньги, особенно мелочь, также не должны лежать на столе. Это может привести к финансовым трудностям, непредвиденным расходам и даже потере накоплений. Будьте внимательны к мелочам, чтобы избежать крупных проблем. Ржавые и сломанные ножи – это разрушители домашней энергетики. Ножи вообще требуют осторожного обращения. Оставленный на ночь на столе нож, подобно магниту, притягивает негатив и даже темных сущностей, которые питаются его энергией. Грязный нож усиливает их влияние, что может негативно сказаться на сне, психике и эмоциональном состоянии домочадцев. Такое неуважение к столу может даже прогневить домового, лишив ваш дом его защиты. Сломанные и выщербленные ножи следует немедленно выбросить и купить новые. Не экономьте на этом. Основное предназначение ножа – резать продукты, а находясь на столе, он разрезает энергетику дома, приводя к напряжению, ссорам и недопониманию. Вилки также не должны находиться на столе. Они способны вызывать кошмары у членов семьи. Оставленные на столе с остатками еды, вилки могут привлечь злые сущности, которые, подкрепившись, останутся в доме, а стол усилит их негативное влияние. Мойте вилки сразу после еды, несколько минут сэкономит вам много неприятностей. Увядшие цветы в горшках или вазах притягивают негативные энергии. Возможно, растение завяло, приняв на себя негатив, предназначенный вам. Замените его новым, цветущим, чтобы наполнить дом светлой энергией. Воду в вазе меняйте ежедневно. Застоявшаяся вода притягивает разрушительный негатив. Свежие цветы в вазе, наоборот, привлекают деньги, радость и благополучие. Если подаренный букет начал увядать, сразу уберите его со стола и из дома. Не стоит засушивать цветы, их живая энергия уходит, уступая место мертвой. Для сухоцветов подойдут колоски, подсолнух, мята, календула, лаванда, полынь и овес. Они укрепляют энергетику и очищают дом от негатива. Не оставляйте расческу на столе. Это может привлечь сплетни и неприятные разговоры о вас, что может привести к серьезным проблемам в личной жизни и на работе. Расчески место в ванной возле зеркала. Носовой платок на столе притягивает плохие энергии, слезы и грусть. Это может привести к бедам и несчастьям в семье. Подушка, положенная на стол, может навлечь на своего хозяина кошмары и страхи, так как во время сна биополе человека наиболее уязвимо. Открытые ножницы на столе разрезают энергетику дома, которую потом очень сложно восстановить. Это может привести к болезням и испортить отношения между членами семьи. Мы довольно много поговорили о негативных моментах, но что же ставить на стол, чтобы привлечь изобилие и благополучие? Есть несколько вещей, которые, находясь на столе, привлекают позитивную энергию в ваш дом. Давайте поговорим о каждой из них по порядку. Хлеб – символ достатка, изобилия, благополучия, самой жизни. Он всегда должен быть на столе, напоминая нам о щедрости Вселенной. Положите его на красивую тарелочку, накройте чистой, белоснежной льняной салфеткой или красивым полотенцем. Ваза для фруктов и конфетница – символы сладкой, изобильной жизни. Пусть они всегда радуют глаз своим наполнением. Это привлекает благополучие, достаток и позитивные эмоции. Мандаринки и апельсины в фруктовнице – прекрасный магнит для денежной энергии. Но вы можете положить и другие фрукты, те, которые вы больше всего любите. Главное правило – вазочка для конфет и фруктовая ваза ни в коем случае не должны стоять на столе пустыми. Это касается любой посуды на кухне. Лучше просто убрать ее со стола, чтобы не притягивать энергию пустоты. Порядок на столе – порядок в жизни. Пустая посуда на столе – символ пустоты в вашей жизни. Она притягивает энергию бедности и недостатка. После еды обязательно убирайте со стола, даже если вы очень устали. Конечно, бывают ситуации, когда просто физически нет возможности сразу помыть посуду. Что делать в этом случае? Сложите ее аккуратно в раковину и накройте чистым полотенцем. Это поможет защитить ваш дом от негативной энергии и сохранить атмосферу уюта и благополучия. И, конечно же, милые мои, не забудьте про маленькие приятные ритуалы, которые помогут вам привлечь в свой дом еще больше позитивной энергии и достатка. Например, под красивую скатерть из натуральной ткани, льна или хлопка, светлых, приятных глазу оттенков.
Положите денежную купюру и лавровый лист с нарисованным на нем символом бесконечности. И трижды, с чувством глубокой благодарности произнесите: «Лавровый лист энергию излучает, деньги в дом привлекает». Но помните, скатерть с дырками, пятнами – это неуважение к энергии достатка. Она блокирует денежный поток и может привести к ссорам и недопониманию в семье. Запачканную скатерть нужно немедленно заменить на чистую, свежую, наглаженную. Прислушивайтесь к своей интуиции. Она подскажет, если что-то делаете неправильно. Стол – мощный энергетический предмет, способный привлекать сильные энергии, укреплять энергетику дома, наполнять его гармонией, счастьем и уютом. Не мешайте ему выполнять эту важную функцию. И, наконец, самое главное, мои дорогие, никогда не забывайте, что кухонный стол – это не просто предмет мебели, это священное место вашего дома, символ семейного счастья и благополучия. Относитесь к нему с уважением и любовью, соблюдайте эти простые, но очень важные правила, и ваш дом станет полной чашей, наполненной радостью, счастьем, любовью, изобилием и гармонией. Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера тепла, уюта и благополучия. Помните, милые мои, что вы настоящие волшебницы, способные создать в своем доме пространство любви и счастья. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь очень скоро мы выпустим новое видео с полезными советами и ритуалами для привлечения удачи.